Меня зовут Веруша. В этом видео я буду говорить о том, что мужчины не хотят и не будут вкладываться финансово в незнакомую женщину. И женщин это обижает сейчас. Вместо ресторана прогулка в парке, вместо цветов может быть одуванчик. Женщины по всему миру говорят о том, что ухаживания вымирают. Галя, у нас отмена. Сегодня столкнулась новая школа против старой. Бабушкины рецепты больше не работают. Правильный, грамотный, уважающий себя мужчина ценит свое время и ресурсы. Разумный мужчина будет вкладываться в женщину, в которой уверен в ее чувствах и узнал ее. А вот женщины считают по-другому. Они считают, что если мужчина с самого начала не тратится буквально с первого дня, то значит этот мужчина непригоден. Но как они ошибаются? Просто женщинам нужно понять простую истину. Когда я слышу от женщины, что мужчина, который с самого первого дня знакомства не потратил на нее энное количество денег, не купил ей что-то, он считается для нее непригодным. И, кстати говоря, именно такая мыслящая женщина на сегодняшний день, как правило, одна. Потому что она не умеет смотреть наперед, не понимает, что разумный мужчина так не будет поступать. Если ты хочешь полететь, а тебе говорят, что этот самолет упадет. Вопрос: сядешь ли ты в этот самолет или нет? Вот то, что происходит сейчас с мужчинами. Женщина познакомилась с мужчиной, и он сам составлял маршрут, куда они ходят. Но в этом маршруте не было ни разу ресторана. На что женщина сказала, что она чувствует себя дешевкой, он не заинтересован в ней. Конечно, отношения не строятся на воздухе. Но сегодня подменяется искренний интерес к человеку, чтобы не что-то получить с самого начала от него, а просто узнать на то, что я поимею. Деньги не самое дорогое в жизни, они могут исчезнуть. Понимание и любовь — вот что наиболее ценное. И я бы так сказала, что те мужчины, которые с самого начала начинают очень сильно впрягаться, тратятся, вот к ним у меня есть вопросы в их адекватности. И об этом я сегодня буду говорить. Также я скажу, кто такие сигма-самцы. Сейчас мужчины все больше подключаются, понимая, что они подходят под это описание. Экономика и система сегодня изменили отношение мужчин к знакомству с женщинами. Финансовая грамотность сегодня — это не только про то, как ты распоряжаешься и вкладываешь свои деньги, но и про сдержанность с незнакомыми людьми. Мужчины научились считать и понимать. Они больше не хотят, чтобы им пользовались. Считается, что мужчины, стартуя от 35-40 и туда выше, я надеюсь, я желаю мужчинам долгих лет жизни, я надеюсь, что у некоторых до 80 доходит, и больше, и 90. Вот это поколение все-таки считает, что оплата за сильным полом. Но если брать сегодняшних зумеров, возраст там 24-20 лет, то это уже распределение, у кого больше возможностей, тот сегодня и оплачивает. Я думаю, что любящая мама не будет говорить своему сыну, чтобы он на улице помогал любой незнакомой женщине и вкладывался сразу в нее. И вот вкладывать он будет уже в свою семью. Мне вот интересно, вопрос в студию. Когда женщины считают, что мужчина с самого начала должен тратиться, это как бы окей для женщин. Но если мужчина что-то хотел бы от женщины,
Ну, например, чтобы она не была холодной, безмолвной королевой, чтобы хоть какие-то чувства показывала. Ну, вообще хоть что-то, как-то себя проявляла. Тогда женщины начинают считать, что мужчина что-то от них требует, что им что-то сразу от нее нужно. И где вот эта правда? Мужчина с самого начала должен делать. Мы же все привыкли, что мужчина — это действие. Но простите, женщина-то тоже что-то должна. Вообще хоть что-то делать, а не просто в принимающей позиции. Это самое удобное. Еще я записываю это видео, потому что у меня какая-то точка предела наступает в понимании того, что как можно, а как нельзя. Мой знакомый знакомился на протяжении 2 месяцев, у него такой марафон был с женщинами на сайтах знакомств. Все те же сайты знакомств. И одна требовала на первом свидании цветы. Почему он не принес ей цветы? Он сказал: ну подожди, мы же еще не знаем друг друга, мы же просто пришли пообщаться, познакомиться. Он вообще не понял искренне, почему он должен был принести ей цветы. Вторая запросила дорогой ресторан, который мой знакомый сразу сказал, что я не потяну. Она его там сразу как-то обозвала, ну вот это слово, да, там нищим, это в мягкой степени. Это кто так научил женщин? Так еще не зная друг друга. Как? Я не понимаю. Эти денежно-товарные отношения сегодня завели людей, что подход не человеческий, а финансовый. Поэтому, дорогие женщины, не надо обижаться, если мужчины сегодня на женщин стали смотреть, на отношения с женщинами, стали смотреть проще. И некоторые заводят отношения, смотрят с позиции, чтобы быстро провести время и адьос. Он не хочет покупать женское время и внимание. Он хочет к себе равноправного партнерства. Его обращение в этом видео к девушкам и к женщинам, чтобы они не вычеркивали мужчину, если он на первом свидании никак не вкладывается. Это не показатель. Я знаю богатых людей, которые на первом свидании водили в дорогие рестораны, потому что цель — узнать человека. Что говорят женщины между собой, как они думают? Это, как правило, оценка сразу, куда мужчина повел. Хороший ли это ресторан или нет? Если нет, или какое-то место. Если мужчина не потратился, и такой будет и дальше. Мужчины же тоже не думают о том, что вот мужчина, он познакомился, потратил на женщину, и женщина ему помахала ручкой. И потом этот мужчина снова с другой женщиной идет навстречу и опять тратит. И вот этот конвейер, он может быть бесконечный, пока не произойдет выгорание у мужчины. Сейчас около 80% встреч не происходит знакомства. Это статистика по всему миру. Именно от того, что для мужчин финансово не подходит такая растрата. Потому что, опять же, они не считают, потому что они не видят результата. Большая ошибка — оценивать мужчину с самого начала, что он сделал на первом свидании, при первом знакомстве. Нет. Вы тоже что-то отдайте. Будьте теплые, будьте открыты, будьте доброжелательны. Ставьте себя на место мужчины. Я обещала сказать, кто такие сигма-самцы. Идея возникла в интернет-пространстве блогером. В 2010 году американский блогер Теодор Роберт Билл ширил вот это понимание разное альфа-самцов, вот эту вот иерархию, которая есть там какая-то, тоже уже давно-давно придуманы. Эти сигма-самцы, кто они такие? Их описывают как волков-одиночек, не рассчитывают на себя,
У них есть внутренние правила, которым они следуют и не подчиняются другим. Идут своим путем, есть четкий внутренний план, уверены в себе и независимые. Пока все отлично. В отношениях они ищут равноправного партнера. Как правило, это герой боевиков или психологических драм. Вот здесь много мужчин, которые пишут: ух ты, а это же я, а в это прям описание точно подходит. И здесь, наверное, на сегодняшний момент можно описать, как сравнить мужчину, ну, по крайней мере, это мое такое видение, с мужчиной, который сегодня выбирает жить соло. Тут нету уже, разрывается вот это вот понимание, какой вообще человек должен быть, как он должен существовать в системе и как у него должна складываться жизнь. Сегодня при таких либеральных взглядах на все и отношения людей тоже становятся очень свободными. Свободными от догм и каких-то правил. Сейчас существует еще одно название. И увидимся уже в новом видео. До новых встреч. Пока.